Всем привет, друзья, меня зовут Евгений, мы с вами продолжаем проходить Вампира, по-прежнему продолжаем, вот, и в прошлой части мы оказались, так сказать, в родном захолустье, да, в своем родном доме. Подожди, зачем я здесь оказался? Не конкретно Почему здесь кровь? Не конкретно в доме, а конкретно... Все! Блять, это же не мой дом. Я вспомнил. Ну, в общем, и в доме мы тоже побывали. И вот мы тут вышли, получается, победили Эльзу. Или Элоизу, ну, неважно, на слышишь, иди сюда, ну, вот это мы победили. По-прежнему нам нужно с вами искать рестораны. Ресторан для критика какого-то. Так, и это вовсе не обязательно задание, но так как оно выделено, давай сейчас мы тут рядышком сделаем его. Вот, и по сюжету нужно найти театр Дорис Флэтчера. А он где? Так, новый диалог с леди Эшбери, а где театр? Вот он. О, отличный, там как раз таки задания, боже, храни разработчиков. Деревянных гробах. Так, нет, сюда, наверное, не стоит. Театр где-то должен здесь, скорее всего, быть. Привет, дядечка. Флэт. Это что? Это, блядь, ненормальный дэмэдж. Просто до гранатки я чуть не отлетел. Всем привет, мы противники. Ну это ладно, урон, ладно, но с гранатки. Конечно, они мощные, но настолько что. Хотя, походу, настолько. Так, где-то здесь у нас менюшка должна быть. Давайте его за жопку укусим. В другой раз. Флэт, кажется, очень неприятная ситуация. Дурачок. Пятачок. Ну, по-моему, не сюда. Это ж не обязательно здесь, это ж по АОЕ показано. Местность, она может быть и тут. Здесь я был? Да, все. Взломано, значит, был. Ну, это никого не похоже на модный ресторанчик. Тем мало ли. Все, вспомнил. Здесь мы с черебосиком дрались с вампиром. Там внутри заложник сидит. Ладно, возможно, здесь какой-то у нас фешенебельный ресторанчик. Крытый рынок в темпле. 35-й дождь, нормально. У него блок на тень. Пошел ей бешеный.
Пошёли в жопу. В ЖМП. Почему-то закрыто. Так, вот, по-моему, менюшка была. А, нет, просто пусто. О. Слепой гурман, закутки, загадки. Прежде чем отвести посетителя за столик, мы надеваем на глаза повязку, призываем наслаждаться блюдом, прибегая ко всем чувствам, за исключением зрения. Так что могут что угодно подать. Но, по идее, ему это должно зайти. Так, ну сюда мне не треба. Я пока не хочу идти туда, куда мне не требуется. Hello? Так, и осматриваемся. Что тут может быть? О, ствол. Хорошая двустволка. Ну, реально хорошая. Это очередной удар по мне и моим 300 рублям, которые я потратил на кал. Слишком очевидно. Блин, у меня даже в кассе по 5 монет хранится. Но там еще, конечно, плюс 4 дополнительные лежат, но это полная дичь. Как их вообще зарабатывать в этой игре, я не понимаю. Задание не приносит много бабла. Сколько уже играю, да, и по-прежнему не понимаю вообще, как здесь бабки поднимать. Хотя, конечно, я понимаю, вот там внизу кушают. Слушай, он даже прихрюкивает. Я понимаю, что бабок здесь нет большой нужды, но все же. Да, ингредиенты очень редкие, хочется их именно иметь у себя. А всегда покупать их не получается, не варик. Да, девочка. Оба-на! Балдежно. Получается, мы задание сможем выполнить? Я почему-то думал, что этот шрифт будет где-то дальше. Вот туда, если пойти. Хотя, возможно, есть определенное количество этих шрифтов. Они раскиданы по миру игры. И на один из 4, ну или там поболее, ты рано или поздно натыкаешься. Так, что давайте такой квестик сдадим. У меня в жопе застрял плащ, что делать? Интересно, это ресторан уж по идее не работает уже. Может, не пойдет туда жрать. I have found a restaurant that could satisfy you, Mr. Russell. The most intriguing and exotic restaurant in London. Really? You have piqued my interest. Where is it? It's a place where you eat in complete darkness and try to identify your meal without anything but your palate. My, oh my, how interesting. It could even be fun to eat a little poisson et frites that way. Oh, thank you, Dr. Reed. Please, have this for your research. Goodbye. Неплохо, кстати, насыпал. Всего лишь местечко ему надыбал. Так, расследование завершено. Что еще есть? Статьи искать. Найти вторую часть завещания вашего отца. Оба-на. Пожалуйста, карта. Ей. Тут можно попробовать глянуть.
Я же отсюда, да, только что пришел? А, в саду. В саду. Местность не маленькая. Ну, хотя бы туда нельзя зайти. На том спасибо. Приветики. А, это болевотная. И, соответственно, взрывающаяся. Помню. Меры против инфлюенс... А, меры. Подожди, это я не читал, по-моему. Ходи на работу пешком, не сплевывайте. Пейте только из личной чашки, избегайте скопления людей. В случае недомогания ложитесь в постели и вызывайте врача. Изготовление маски. Кусок марля, квадрат. Прикрепите. Выпущенный комитетом здравоохранения. Мне ничего не осталось. Так, нужно, наверное, прочитать как-то. Подумай о зеленой траве, высоких деревьях и солнечных воскресеньях. Высокие деревья. Короче, я понял, нужно просто эту местность задрачивать. Ёбаный рот. 29-й, здорово. Это не ваншот. Ага, ага. Но это очень близко. Блять. Да ёб твою мать, что тут звонить неудобно. Все против меня. Нет, всех заново убивать. Ладно, туда потом пойдем. Мне надо будет прокачаться к этому моменту. У меня все для этого есть, только нужно поспать. Думаю, это задание все же достаточно высокого уровня. Плюс у нас тут глава еще не заканчивается, поэтому мы не прощаемся. Здесь пройдемся. Так, нужно, давайте попробуем еще с Эшбери поболтать, а потом тогда уже пойдем на задание. Оп. Никто даже в мусорке не догадался покопаться. Боже, что здесь за плебеи живут? То ли дело я. Она была в прошлый раз наверху. О, здорово. Good evening, Jonathan. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. Разумеется, она сказала мой How олень. is your investigation going? I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of. Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the guard of Prewan. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of scowl.
One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Scals come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. There are many paintings adorning the walls here. Yes? Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best. I'm currently working on what could be my greatest masterpiece. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. It will be my gift to you, if I ever have time to finish it. Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. Да, нет, Goodbye. спасибо. Goodbye, my beloved. Чего? Че, значит, мой beloved? Ты что, офигела, что ли? Я тебе не говорил ничего. Вообще никакой химии между персонажами нет. Почему я должен как-то ей симпатизировать? Только потому, что она тянка? Нет, спасибо. Я с таким же успехом могу он с своим другом там пойти замутить. У меня то с ним больше общего. Мы вместе на войне были. Логика. Оп, давайте с ним сразимся. Интересно, он такой же? Нет, послабее будет. Надо попить. Ой. Я попробую кровотечение на нем. Блэд. Забыл, что надо в сторону уходить. А, ну этого, смотрите, у этого сопротивление к огнестрелу. А у того было к рукопашке. Он еще бородатый. Ты не взорвешь, надеюсь? Как мешок с калом упал. Каловый мешок. Очень много мест похожи сами на себя, и я даже не понимаю, был я тут, не был я тут. Может, я пробегал мимо этого театра. А вот этих ребят вроде что-то припоминаю. Пробраться в театр. Ну, понятно, очевидный путь закрыт, значит, где-то тут должен быть. Будет закоулочки. Так. Ладно, давай пить их. Или сверху, может быть, вариант еще. А, вот. Ой-ой. Дикий, блядь. Харе сосать, черт! Пиздец. Всю кровь высосал. Бля, ну только не еще одни дебилы. Это была моя экспа, черт. Так, подожди.
На укусе сдох. Приятно чувствовать себя всемогущим. Так, ну если не здесь, то я хз. Очень знакомое место, там, по-моему, были, только по другую сторону. Давай сейчас здесь глянем. Я просто не хочу с ними драться. Ладно бы за них экспы нормально сыпали, там по 7, по 8, это явно того не стоит затраченного времени именно. Это, походу, единственный путь дальше, просто в аллею ведет. Ладно, пойдем. Вот наверх нельзя? А, нет, там нет никаких уступов. Ладно, давай. А, теперь эта дверь открыта. Раньше, помните, она была закрыта? А. Я же ее открыл. Так, и что, отсюда там попасть можно? Видимо, с той стороны вход. О, это серьезно такая устойчивость. Ёб твою, ты чё? У меня даже выносливости не было, чтобы в сторону отойти. There's an open window on the second floor. Да ты что? I should be able to get in through that. Как? Это вот. В прошлый раз тоже это было закрыто. Я же говорил, здесь что-то сюжетное. Так, найти Дорис Флэтчер. На моменту. Предсмертная записка. Мне больше не вынести этой боли. С тех пор, как эта сука заразила меня, мое тело будто разрывается на части. Целыми днями она скрывается в комнате. Указания раздает в записках. Репетирует только по ночам. Видели мы эти так называемые репетиции. Находит на сцену полная ненависть. Выходит полная ненависти. Плюется от злости. И ноет о своей угасающей красоте. Эта тварь больна. Она прогнила уже насквозь. И собирается заразить здесь всех, а потом дойдет и до всего Лондона. Следующая премьера будет не раньше декабря. К тому времени она весь театр обратит в послушных марионеток, которые станут орудиями ее злодеяний. Я думаю, она как-то травила здесь воду и пищу, потому что все начали болеть после ужина, который она нам устроила в понедельник. Пусть тот, кто мне нашел эту записку, знает, что я убиваю себя, чтобы вырваться из ада, в который она превратила наш театр. Да будь милостив ко мне Господь и простит мою грешную душу за то, что я отказываюсь пособничать этой дьявольщине. Или дьявольщине. Да, дьявольщине, мне кажется, немного неправильно звучит.
Woe to you, nations of hypocrites. Так, его там вроде... Нет, ее For не in видно. front of Только you слышно. stands the tall queen. Не Б не нажать, чтобы посмотреть, You кто там. can but lower your head, fit only to smirk at her soiled. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Ну, снизу, со сцены, по идее. Ну ладно, это не страшно. And beauty, for now she hides in shadow, ugly Ну, as как-то да, sin. там седая все, ну старая But ж, when you burn and die, she пожилая. and be queen again. Старый дневник Дорис Флэтчер, 17 августа 18. Я видел ее наяву... Блять, что-то громко было. Я видел ее наяву, ведьму из моих детских кошмаров, суку, которая много лет мучила меня. Я увидел ее и содрогнулась, ее голос, ее лицо. Я знала, что она в той больнице. Я знала, что она больна и хотела видеть ее страдания. Да, я изменилась, стала знаменитой актрисой, стерла те жуткие годы из памяти, но я не могу забыть то, что я ее дочь. Когда я увидел ее слабое тело на маленькой койке, увидел ее страдающую, больную и побежденную, она смотрела на меня, поэтому мне пришлось скрыть слезы. Она узнала меня, она увидела ненависть в моих глазах и улыбнулась. Моя мать превратилась в бледный труп. И хуже всего то, что ее боль не принесла мне удовлетворения. Хуже всего было не то, что я вдруг вспомнила про побои и издевательства. Нет, хуже было то, что когда она посмотрела на меня, я почувствовала знакомую ненависть. Ту же ненависть, которая была в ней, ведь я, в конце концов, ее дочь. Я и моя мать, мы одинаковые. Скорее всего, нужно сюда. А, это не дверь. Тогда точно нужно сюда. Блядь. Я оказался в тупике. Я, по-моему, в этой... А, нет, я только на боссе тогда умирал больше. Бля, серьезно? Nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, fit only to smirk at her soil. Мне надо срочно качаться, я уже подзаебался умирать. Так, я надеюсь, все залутано. Да, все скрыто, слава богу. Только есть пиздюли, да? Так, мне какой-то черт слева прибежал.
почему вы сразу не могли так умереть? Зачем нужно было выебываться? Так, ну это выход с театра. Дорис, Флэтчер, Сафо. Он была красавица, конечно же, но явно дикая уродина. I cannot enter. Так, я на этаж пониже оказался. Мне уже чуть получше видно, но все равно плохо. I can't believe I'm doing this. It's locked, all right. Who are you? У нас рукой, наверное, что-то у нас спрятано. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you. But I can help you. Сдохните, и всем будет лучше. I'm a doctor, Miss Fletcher. Да, я обязательно помогу. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. Так, очень похоже на то, что тут будет две фазы. Так, и на этот раз я умнее. Протестируемся. Да, мне говорит, что можешь убивать этих боссов с пары выстрелов, но понятное дело, что я буду чуть больше урона наносить. А так. Ебать. А, у него 30 уровень. Забыл. О, пошло. Так, она призвала еще кого-то. А кто твой батя был, да? Я вообще не чаю, как твой батяня. Да еб твою. Да, это будет не очень легко. Несмотря на то, что у него, по идее, кровь отравлена. Прекрасно. Реально можно было просто застрелять ее. Ну, вообще, этих боссов, у которых слабость как чему-то одному, а сопротивляемость другому. Блять, отъебись, тварь. Почему я так быстро умираю? Где мои жизни, блядь? Ой-ой-ой. Все, благословенная кровать.
Так, здесь что? Угу. Ну, отлично, еще и пуху прокачали. Наносимый урон, расход выносливости. Все, теперь тварь точно поплатится. Так. 4500. 400. Исцеление. Так, 5500. 550. Так, осталось 1000 опыта. Так, косаря нет. Чейн за пятихаточку тут можно отсыпать? А, сыворотки нет, спасибо. И тогда зазря это прокачал. Больше патронов. Но деление казалось полезной штукой. Так, на больше у меня нет ничего. 24 уровень. Ну, в принципе, хотя бы уже не 21. Плюс у меня будет больше патронов с собой. Сейчас по ней настреляю так хорошенечко. Блядь, вы посмотрите на этот Димыч, который я наношу ей. А это я еще не использовал прокачанный. Ага. Я словно как будто бы сложность, да, убавил, но на самом деле нет, я просто качок. Если что. Боже. Она просто высасывает, если вы обратите внимание. Божечки. Will she be the queen again once they all share her fate? Не знаю, что она сделала. А, надо вызывать. Ой, кажется, она опять рванула. I don't like it. Мне кажется, я постепенно умираю. Так, она заблевала, там мне ни в коем случае нельзя попадать. Иначе это смерть. Клево. Файт могла быть конечная. Христа ради. Ей! What? Ну, уродина. I don't want to die. Я не хочу умирать, боже. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster Да now? поливать мне на тебя? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? По крайней мере, у меня рука из лица не растет. Ah! Ботня I жирная. hate her already. I know. And this is partly Сука, why you must что be за destroyed. диалоги тупорылые? But you just said. That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Ну давай только без слез. Will I be remembered? Нет. Will you
Я прокачался на 3 уровня и выебал тебя. Так что нет, я тебя точно не вспомню. The greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Она все это время была бензином облита, я думаю, да? Чем так быстро загорелась? Farewell, Doris. И прогорела быстро. Блин, и надо было шампуры принести. Не подумал. Bravo! So dramatic. I love it. А че не помог, ты чёрт? McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat. Мальчики, вы к кому? Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. Так я сейчас к нему I should поднимусь. probably leave the theater right now. А, не поднимусь. The West Я понял. End should be safe now. But London is not. Так, выбраться из It would be театра. wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. А здесь меня не было, да? Новый дневник Дорис Флэтчер, 24 октября. Репетиции почти завершены. Скоро я выйду на сцену. Мои почитатели собрались вокруг меня. Собрались и готовы исполнить любой мой приказ. Скоро зрители вернутся, готовые аплодировать моему мастерству. Молодые, роскошные, здоровые зрители. Они вернутся к своим семьям, в свои прекрасные дома, восхищенные моей игрой. Они будут шокированы моим обличием. Они получат мое благословение, мое заразное благословение. Один за другим они будут распространять болезнь, они будут превращаться, и я снова стану их возлюбленной королевой. И они никогда меня не простят. И я отомщу за то, что судьба так жестоко обошлась со мной. Что? These people want me dead. I need to leave now. Да пора привыкнуть к этому, мне кажется. Каждый тебя хочет завалить. А, это что, самое место. Выбраться из театра. Продолжается задание. Выбрались. So Doris just Голова needs to 5 be уже? close to her audience. А я думал, в дом надо вернуться. Поддержать клуб Аскалон в борьбе с стражами Привен. Рассказать лорду Редгрейву о Дорис Флэтчер. Contagion Что-то быстренько, да? through skin. Very disturbing. Привет, ты что, танцуешь? А, я узнал. Это место. О май гад! Так, уважаемые, мне нужно сюда. Да. Блин, реально голова как-то быстро началась, не находите? Я привык, что она начинается, когда мы в больничку вернемся. Ну ладно. Еще шрифт Брайля нашли. Нужно будет к тому челику сгонять. Ребят, я чисто попить. Киоск ваш заглянул. Все, я уже выхожу. Мальчики, привет. Мальчики, ну не надо. Ну не стукайте. Давай, ну давай, ну. Блять, обосрался там, походу, чувак.
А давай попробуем через верх пройти. В прошлый раз через низ шли. Интересно, он умер. Рэгдолл. Где урон, я не понял. Почему ты урон мне не наносишь? Давай, бей. Что ты как девочка бьешь? Нормально бей. Сног проклятый. И что, типа, ну я не могу. Ручки оставил свои пожилые. Хотя вон туда еще можно пройти, в ту сторону направо. В зеленой траве. Какой, блядь, зеленой траве. Сука, осень на дворе. Ну, понятно, что он не опирался на время года. Вот нет тут ни хера, нет. Я уверен, где-нибудь лежит в самом таком легком месте, но как говорится, лучше, блять, скрыться. Так, ладно, пошли в Аскалон. Надо еще потом шрифт Брайли отдать, не забыть. Про этот квест, вот его я хочу выполнить, потому что у меня есть точка, я знаю, куда нужно идти. В отличие... Да блин, даже вот эта вот территория, она в АОЕ, вы понимаете? Это просто пиздец. Задание чисто, чтобы растянуть продолжительность игры. Я реально минут 15 бегал, искал. В общей сложности. Это ненормально. И я еще и не нашел. А прикиньте, сколько времени надо потратить, чтобы искать и найти. Это же... Ой, ужас. Даже думать не хочу. Я тут еще часть человек, но я целенаправленно не буду их искать. Что-то затрахало. О, женщина. Здорово. Elizabeth. I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her? Да не моя ты женщина, блин, я тебя видел-то все пару раз. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. We repelled the intruders for now. But how long before they return? Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please, tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. Я просто врач. Кое-что остается неясным, мистер Росс. Кое-что остается неясным. Она же как-то заразилась. We won a major battle for the survival of London. Заключается. For that we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves. Ой, это который дед, что ли? Как прикажете, я не могу, я не уверен. I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. Ну чё, я за него отвечать буду.
Не просто так, типа, приручи, принеси домой котенка. Для них это It's not a очень moral важно. question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. Так и делай его. This is but the fruition of a Я вообще не long-held знаю. plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die, and he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have Так shown вот, мне how нужно о нем strong your lineage заботиться, is through your sister. наверняка оберегать его, учить его. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking Не one так of your просто. Он говорит, иди, cardinal кусни, rules? говорит его. No Я не women хочу. allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance then. Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. Может, он сдохнет His heart will slow, then и не stop. превратится в вампира. But he will rise again as one of us, an immortal. Потому что говорит, что тело может Is there отвергнуть any кровь. danger? И тогда Our blood жесть будет. alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. Но только взрывается кровью, то есть что-то еще, какой-то фонтанчик But Mr. образовывается. Dawson has been preparing himself for a long time. Goodbye, Lord Redgrave. Блин, я не полезал ему жопу, не сказал, что да, я с удовольствием выполню. Добраться до входа в церковь Темпла. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? Он был бы очень полезен, не хочу, мне нужен ваш совет. I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you Ну, this task? что-то не Do you просто think так, it's да? some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. What would happen if I made Dawson? Нет, я не против сделать икону, но не из-за него, мне он не нравится. Immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all.
How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while То есть получается investigating your теоретически... maker, from whom I learned the это было не truth Скалем. about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Какой ужас, у него неблагородный род, срочно свистать всех наверх, собрать советы и исключить его. Ну, как бы род идеальный, не идеальный, да, у него? Говорится, если есть у вампира род, значит он кусь дает. Ну, в общем... Не знаю, они так об этом шепчутся, что вот, мол, он... Да, это клуб настоящих джентльменов, там все только высокородные и все такое, и то, что он невысокого рода, так сказать. Возможно, это некая проблема, да? It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to... Так вот. А на чем это я говорил? Блять. Вот. Это должно быть каким-то откровением, мол, он не может ничего сделать, он не высокородный, да? Но мне так поебать, если честно. Тем более, если он, ну, он не основатель клуба, но он достаточно давний его член. Вот, один из самых главных. Не думаю, что его исключат. И я не понимаю, вот именно, почему я так шепчусь об этом. Ну, создает он скали. Это, во-первых, не доказано. Только слухи ходят. А даже если так и есть, то черт с ним. Хотите? Блядь. It's locked, all right. I should find another way to get into the next. Блин, а почему он не мог меня просто там подождать? Короче, как я понял, мне нужно будет сейчас идти через помойку эту, да? Типа проход сквозь заграждение. И здесь еще и обязательное задание вдруг нарисовалось. Но там видно только канализацию, и походу мне в нее надо. Ладно, пошли, я и так знаю, что туда нужно. I think this passage could lead me close to Aloysius Dawson's Да, mansion. ты в то. Найди способ добраться через этот проход до особняка Доусона. Короче, решение принято, я не буду его обращать. Вообще в идеале бы его кровушку испить. Сколько там за него дадут? Дают какую-то экспу. Косарь. Тем более у него 6 уровень, а у меня 4 уровень гипноза. Не могу только Бибу соснуть. Леон Августин? Прости, а вы кто? Почему я вас не знаю? Блин. Многовато у него жизни.
Блядь. Блять. Было близко. А, я понял, это чел... Подожди. Он говорит, никто не спрячет от Аскалона. То есть, получается, он работает на Аскалон. Соответственно, меня только что предали, как оказалось, да? Просто я подумал, что это тот чел, с которым мы дрались в канализации. Вот, ну это просто в шляпке, и потом вдруг ты другой. Ярость волкодов. Пусть размер волкода не вводит вас в заблуждение, эти огромные ублюдки не уступят скорости ни одному кровососу. Уничтожить волкода можно так же, как и всех остальных, проткнуть и прижать к земле его гнилое тело, затем отрубить голову. Запомните, главное тщательно подготовиться и использовать слабости жертвы. Проблема, конечно, состоит в том, что слабостей волкодов нет. Они сильные, быстрые, умные, смертельно опасные. Они настоящие машины для убийства, перед которыми стоит одна простая цель – схватить вас за шею своими огромными лапами. Поэтому, если вам, парни, доведется встретиться в бою волкода, уклоняйтесь от его атак и постарайтесь разозлить. Наносите ему раны, смейте стадионно, заставляйте его выйти из себя. Если волкода как следует раздразнить, он приходит в ярость и начинает безумно нападать. Бездумно. Только так вы сможете получить преимущество в бою с этим зверем. Используйте свой шанс. Волкодом или куколдом? Ты волкод или кукол? Да стыхай уже. Все, нельзя залутать. Они среди нас, расследование обновлено. Шо? У нас какое-то расследование новое. А, все. Понял. Записка очередная нашлась. Ой, такие звуки, как будто кто-то писает. Грязное письмо. Меня зовут Роберт Тиздейл. Тому, кто найдет сообщение, пожалуйста, помогите мне. Несколько дней назад исчезла моя дочь Луиза. В последний раз ее видели в местном баре. Не в том, в котором она работает официанткой, а в другой, в танцующей форели. Два свидетеля видели, как она ушла оттуда с неизвестным мужчиной, возможно, иностранцем. По округе ходит много слухов о том, что здесь пропадают люди. Я убежден, что кто-то похитил Луизу и сейчас держит ее где-то неподалеку. Я знаю, что полиция мне не поможет, ведь у нее сейчас более важные дела, поэтому я решил сам искать ее. Если вы найдете это письмо, знайте, что мне не удалось ее спасти. Луиза хорошая девушка, она не заслуживает подобной участи. У нее среднее телосложение, темные волосы, шрам на правой щеке. Пожалуйста, найдите ее, защитите мою работу. Луида Тиздейл. Случайно не та, которая поехала кушечкой? Нет, потеряна. Найти Луизу Тиздейл. А где она? Так, где-то ниже. Получается, на этом уровне где-то она.
О, эти замечательные загадки с вентилями. Они же первый раз были такие охуенные интересные. Давайте добавим их во второй раз. О, так. Это мост. Вот сейчас вообще не понимаю, что хотят от меня. It's locked, all right. Я понимаю, нужно поднять на определенный уровень мост, да? Не спрашивайте, как я это сделал. Я просто читер. На самом деле забавно, но подобные задачки в большинстве своем они решаются простым перебором. Просто нажимаешь рандомно рычаги. Привет. Ой, что-то много. И рано или поздно что-то срабатывает. Ой, не очень приятно, все 30-х уровней. Так, он неспроста мост. Вот сюда, может быть. Блэр. А для каких целей вообще это нужно было? Допустим, я сделал... А, все. Хе-хе. Умен. Чертяка. Портянка где-то рядом. Чую. Чую плоть. Так, ну она где-то тут до кого-то доебывается. Какой-то вампир. А. Я в броне.
Новый дневник. 13 октября. После тяжелейшего путешествия наконец прибыл из Манчестера в Лондон. В городе чувствуется печаль и отчаяние. Здесь будет несложно найти женщину, которая мечтает избегнуть смерти. Я мечтаю о том, чтобы можно быстрее приступить к исследованию. Скоро я не буду девственником. Камера готова, осталось лишь найти подходящую кандидатку и привести ее туда. Она будет прекрасной и ласковой, с хорошим характером. Я уже испытал мою способность к убеждению в нескольких женщинах. И чаще всего она работает, но я не хочу, чтобы моя будущая невеста была покорной. Свои силы я применю только для того, чтобы привести ее сюда. Затем я расскажу ей, что собираюсь делать, и позволю ей ответить согласием. Это важно. Моя женщина должна по доброй воле согласиться на... Блин, потому что какой-то у них диалог был, а я что-то скипнул. Мудила. Кажется, я нашел идеальный вариант. Ее зовут Луиза, она очаровательна. Она работает официанткой в баре, а я обожаю смотреть на то, как она подает напитки, сурово и гордо. Я уверен, что она примет мое предложение, когда она станет моей... Кровь вампира изменит ее, раны на лице заживут, а шрамы исчезнут. Тогда она обретет идеальную красоту, которую сейчас вижу только я. Ничего не понимаю, Луиза мне отказала. Почему? Я обещал ей, что не стану ни к чему ее принуждать. Но, возможно, я просто ненадолго дам ей поголодать. Тогда она поймет, что у нее есть только один вариант стать моей женой. Луиза был убит, пытаясь найти и спасти. Похититель хотел обратить ее в вампира. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Goodbye, Miss Teasdale. А, подожди, у нее голова... Она типичная женщина. Я не могу ее осмотреть. Goodbye. Бля, это, видимо, предыдущий, кто отказал. А, это сначала, видимо, на мужчине, да? Проверял. А потом понял, что женщинам хочется больше. This is despicable. Да ешь, блин. Многие сказали им спасибо за такой прекрасный обед, ужин, завтрак. Многие и так не питаются, как ты сейчас. Так, войти в особняк Доусона, расспросить жителей Уэст-Энда. Так, нужно шорткат открыть для начала. Я не понимаю, это враг? Почему он пишет что-то? А вот и новые персонажи. Так, сейчас я открою. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone call. Жаль, что телефоны не изобрели. Ладно, изобрели, конечно. Why are you investigating it? Или нет? Criminals rarely act in daylight, you know.
But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? Да, там за дверью будет, во-первых, бандиты, а во-вторых, вампиры. Нападение Фергала Банши. Does the name Fergal ring a bell? Fergal Bansha. Of course it does. Fergal Bansha, the Butcher of Galway. Hung in Dublin in 1857 for murdering more than 20 Это men with тот, his bare который в hands. канализации напал на меня? Why are you so interested in dead criminals, sir? What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. Вчера считаю, что за эпидемией скрывается психопат-убийца. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard. Причем он ни документов не предъявил, ни значка какого. Do you work alone? На слово мне, говорит, ты The верь. situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. What are you investigating, exactly? I have a missing woman, possibly abducted a few nights ago. Louise Teasdale. Да, она там в канализации Seems сидит. you already found my other missing person, Mr. Tadao Kimura. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. Чем ты задаешь эти I вопросы? feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about it. Может, она где-то в канализации, поэтому я сверху ухожу на всякий случай, вдруг она выйдет. What are you... Tell me... Я даже не могу сказать, что я нашел ее. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Goodbye. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. Ну, раз что уверен, чувак. Так, еще какие-то пожилые жители. Остаточки, да, у нас здесь? Да. Так, хотела пойти к Доусону, да? Давайте тогда здесь, ладно, уже осмотримся. Если время останется, в этой серии сходим. Если нет, тогда уже в следующей. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. Приятно. Do you know... Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Так, брат-близнец погиб в авиакатастрофе. May I... It's always a pleasure.
1300. Dr. Reed. Так и не Good evening. уходил, You know- у меня, походу, какие-то проблемы с памятью. Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now. But she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid. Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. You have every reason to be cautious, Miss Price, especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Кэролайн признает, что его влечет к ее бывшему врачу доктору Джонатану Риду. Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. Goodbye. Dr. Reed, А, вот I месье. am glad. Good evening, Miss Price. Ой, I'm ой. Dr. Reed. Ну, у нее Do you remember лицо. me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too. Креповенькая Carol. девочка. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes, a very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books, and then laughed at what we showed him. Значит, они были нередкие. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. Мать Кэрол всегда выхаживала ее, если та поранится. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. What can you tell me about the epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. Have you no friends at all? No. Mr. Nithercote used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel.
I wonder who this camellia may be. Do you enjoy working with your mother? Oh, yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. Goodbye, Carol. I am sorry, I can't help you, sir. Good evening. You know you... Someone else instead. Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Will that be difficult for you? Why would she leave? Children sometimes stay with their parents until the end, for they know no one else will love them as much. Goodbye. Какая-то она не норм, зачастую оберегает. Ой, Good evening, young lady. несу, у меня уже все поплава пошло. Ну, понял, чересчур оберегает. Goodbye. Так, и тут еще последний какой-то персонаж, который непонятно... Так, непонятно где находится. А, нет, он даже... Раз, два, три. Еще три где-то. Так, по идее, так мы с вами в Уайтчепел попадем. Давай сейчас там шорткатиться откроем. Привет, мальчики. Не, я бабушка твоя учила драться. Хоть бы раз попал. Так, это у нас задел на следующую серию. Открыли шорткат, да, после Доусона пойдем туда. Понял, понял. Так, сейчас давайте здесь обследуем. Я хочу зайти в особняк тогда к Доусону и там закончится. Так, ладно, это мне не нужно. Ага, тут еще люди, да, у нас? Какие-то два брата, которые одинаково все делают. Ладно, давай с ним поболтаем. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face.
Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really... Ждут чего-то или кого-то, чтобы покинуть город. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? No, I don't. I don't recognize it anymore. Or perhaps I just don't like it anymore, now that I've seen its true face. I don't recognize it either. Or at least what it's become. Hate, violence, social disparity. And I am not talking about the criminality these days. And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Tell me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer. And here we are. Goodbye. Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. What can you tell me about... You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? No, I'm not. Good for you. It's a good thing to have a clear idea of where you stand concerning crucial questions. Don't you think? May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see? По-разному объясняет свое нынешнее положение. Who are you waiting for exactly? The more I think about it,
the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you are not in your place? That sort of trap. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. Good. Pericles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing, and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He has always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most valuable quality, my good sir. Какие-то непонятные, мутные, что ли. Вроде они как-то говорят более-менее откровенно, какую-то чушь несут. Good. Так, и где вход? Оп. И куда мы пошли, родненькие? Там же ничего нет. Пошли поговорить. We should be far from town already. All right. But where would we go? Anywhere. Anywhere that isn't here. And what is that, by the way? A safer place? A less strange place? And where would that be? Life is strange. And we are alive. Life is strange. For now, yes. Мне кажется, эта фраза специально здесь как отсылка. If we decided to flee, we should be far from town already. All right. But where would we go? Хотят покинуть город, потому что чувствуют здесь что-то странное. I cannot enter. Сука. Good evening. Tell me more about your strange feelings towards the city. I would be happy to describe them, but it's too hard to explain with mere words what I'm feeling. It's unclear, too confused. Go on, please. Where should I start? The world is chaos. Men go mad and nature itself runs roughshod over us all. This is not the first time mankind has faced a deadly epidemic or a war. Men kill each other while nature decides to kill them all. I don't know what scares me the most. Do you? Plagues and epidemics can be seen as an implacable force, a curse even. But the ferocity of mankind worries me more, for we choose what we do. Yes. At least nature is not aware of all the suffering she brings to us. At least that's what I am hoping. How long have you been waiting for this man? Sometimes I feel as though I've been waiting for him for ages. Perhaps it is my role in life to wait for him.
Not a pleasant thought. It could be dangerous for you, waiting here all night. That's quite true. But what other choice do we have? We are waiting here until we finally go. Mr. Baker, I have met many strange people during my life, but you are definitely one of the strangest. Really? I don't feel particular. Загадочные люди. Or weird. All I want to do is leave. What's wrong with that? Why are you still waiting for this person? What would be the point of going before meeting the man? As he's going to help us leave. Блин, мы разговариваем какими-то загадками. Я задаю вопрос. Он отвечает загадкой. What are you going to do Вопросом now? плюс I don't еще на know. вопрос отвечает. Perhaps it's time to leave. Perhaps we should stay a little longer. How can I tell? And where exactly are you thinking of going? In a place where I will finally have that feeling. To be where I belong. The world has to be meaningless chaos to make such a heaven plausible. Goodbye. Ну, этих я так неплохо откормил по 4К. У каждого можно сожрать. Hello again. What are you really afraid of, Agamemnon? The problem is, it's precisely what I don't know that frightens me. So I suppose I can't really answer your question. If you finally manage to leave London, where do you intend to go? A happy place, that's for sure. A place where I can smile because I know the next day will be better than the previous one. Such a place doesn't exist. There are never any guarantees that tomorrow will be a better day. That would mean I have no hope left. And I just can't accept such a conclusion. Tell me, how long have you been waiting here? I can't say for sure, since I have no watch. But the night is still young, and I am not tired. Is that the most honest answer you can give me? Yes, I think so. Why does it irritate you, sir? Is comprehension really that important to you? I'm a scientist. I try my best to understand things. I know the world has to obey unbreakable rules. You know, or you want the world to obey such rules? I know one thing. I do not understand who you are. And it's better that way. What kind of life would we live if we could summarize a person in a few words or a few lines? Goodbye. Хочется. Сожрать их уже. Так, ну ладно. Где этот пожилой вход? Теоретически здесь, вместе с этим индусом. Что? А, тут, видимо, вдвоем нужно стоять, чтобы какой-то тайный проход открылся. Преступное уничтожение знаний. Вампиры опасны, смертельно опасны, да, не жестокие. Это факт, с которым я не буду спорить, именно поэтому должны понять, кто они, достичь с ними взаимопонимания. Вы помните, как в 1548 году один из нас наконец-то разыскал Иосифа Флавия в Испании, побеседовал с ним. Вы помните, как каждый из тщательно подобранных слов вампира восхищал нас, как его лично называли окно в прошлое, о котором у нас остались лишь обрывочные представления. Так вот, Иосифа Флавия больше нет. Несколько недель назад его убили охотники Ватикана. С ним исчезло сокровищница знания об истоках нашей цивилизации. Это, возможно, столь же чудовищное преступление, как и убийство невинного человека вампиром. Именно поэтому действия Стражи Привена столь же преступны, сколь и бессмысленны. Каждый раз, когда они выслеживают одного из древних вампиров Англии, они вместо того, чтобы обращаться с ним осторожно и уважительно, уничтожают то общее, что связывает нас за бессмертными. Они лишают нас возможности великой охоты преступления, потому что охотники бездумно уничтожают слова и мысли. It's locked, all right. Lie, but they are never easy to read. Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher.
Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they tell me everything. They told me that you struggle hard not to take too many lives. Что, похоже, известно, сколько жителей Лондона недавно были убиты. Is there anything you could tell? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Был членом Герметического ордена Золотая Заря до 1900 года. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller, then? Oh, I can tell you many things. But they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. На самом деле умерла Мэри. Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune, then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Some believe you to be a vampire. Who? The Guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Perhaps... Ни хрена себе. Ладно, куда мне их еще тратить? But the money... Here is the money. The alchemist. A wise and cunning mind who lives by lying to all but himself. He sells false promises and is proud of it. Мейсон Суонсбора. Чудодейственный эликсир Суонсбора. Обман. Мейсон придумал бальзам Суонсбора. И что? Can you read... Put the money on... Perhaps... Ладно, я понял. Как узнать, сколько хил How do бил? you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. I would rather not know. Ой. I told Is you. it- A vamp... All right. The walls of your prison have already been raised, Jonathan. But you will freely accept to be locked inside, full of hope for a better day.
Да, как дефолтное предсказание вообще ничего не рассказал мне. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then. A strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars? Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. She was no longer the sister I knew. She had changed. Hateful and bitter. She was determined to destroy our entire family. She returned as a force of evil, Jonathan. In putting an end to her misery, you also protected many innocent souls. Goodbye, sir. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. A red river, in the dark. Так, ну что, ребят, здесь давайте серию все же закончим. Надеюсь, вам понравилось. Получился он дико огромный, и я сам этого не ожидал. Увидим в следующий. Пока.